Здравствуйте, дорогие подписчики и все гости моего канала. Сегодня я приготовлю из такой ноги молодого бычка вкуснейшее блюдо. У этого блюда несколько названий, его называют хаш или же холодец из говядины. Блюдо очень старое, полезное, рецепт которого известен с древнейших времен. С древности сохранился обычай есть хаш утром отдельно от всех блюд. Но я его спокойно употребляю на ужин. Итак, для начала ногу нужно хорошо помыть и выскоблить ножом. После того как промыли, копыта нужно разделить вдоль на две части. Затем выше на ощупь найти сустав и ножом разрезать по суставу, чтобы без особого труда отделить часть ноги. Еще раз все хорошо и тщательно помыть. Все чисто. Теперь беру кастрюлю с водой и довожу ее до кипения. В кипящую воду я положу говяжью ногу и дополнительно положу телячье сердце. Положил и теперь жду пару минут появления пенки, не убавляя при этом огонь. Вот появилась пенка, огонь не убавляю и убираю всю пенку. После того как убрал всю пенку, убавляю огонь. Но перед этим я обязательно положу 4 ингредиента. Это 2 целых репчатых лука. Черный перец в горошек, примерно пол чайной ложки. Лавровый лист. 1 чайную ложку соли. Все. Теперь убавляю огонь на самый минимальный, чтобы это все не варилось, а томилось. Накрываю крышкой, но не полностью, слегка приоткрыв. И оставляю так томиться на 9 часов. Прошли долгожданные 9 часов. Посмотрим, что получилось. А получилось очень вкусное блюдо. Посмотрите, это все даже не варилось, а вот так томилось 9 часов. Бульон стал насыщенным. Но чтобы бульон был еще более наваристым и густым, я советую покупать говяжьи ноги от более зрелых и крупных быков, тогда бульон получается ароматный, наваристый и более густой. Но к сожалению, когда я покупал эту ногу, других, более крупных тогда не оказалось. Но и это очень неплохо получилось. Главное, что мясо уже само отпало от костей. А это значит, очень хорошо все приготовилось. А для того, чтобы правильно подать это блюдо на стол, для начала нужно в глубокую тарелку положить несколько долек измельченного чеснока. Посолить. Добавить перец. Я добавил копченую паприку и черный перец. Тут количество на любителя. И теперь можно наливать в тарелку горячий, наваристый бульон. Обычно это блюдо так подают на стол. Потом из этого можно сделать холодец. Но лично я люблю это блюдо в такой подаче, чтобы оно было горячим. Тогда оно более вкусное. Хаш варится из костей, поэтому суп в основном состоит из так называемого костного материала, коллагена, который получается при кипячении костей. Именно наличием в нем большого количества коллагена, хаш, застывая, становится похож на желе. После длительных новогодних праздников, он полностью восстанавливает организм после столь длительного застолья. А еще с ногами варилось телячье сердце, которое стало очень мягким и нежным. Ну вот стол накрыт, вкуснейший ужин готов. Хаш еще называют блюдом бедняков, что имеет вполне логичное объяснение, если обратиться к истории. Дело в том, что при разделке туш крупного рогатого скота, внутренности и ноги отдавались беднякам, которые и варили из столь сомнительного мяса суп. Причем блюдо оказалось настолько вкусным, что богачи перестали раздавать второсортное мясо и стали готовить хаш сами. А стоит этот вкусный и полезный продукт совсем недорого. Всего 150 рублей за килограмм. Посмотрите, какие мягкие и нежные куски. Я просто обожаю это блюдо. Вкусный нежный мясной продукт,
с большим количеством коллагена, который очень полезен для суставов и связок. Очень вкусный наваристый и густой бульон. У меня сегодня действительно получился царский ужин, который на самом-то деле стоит совсем дешево. Попробуйте приготовить этот замечательный продукт, и вы останетесь очень довольны. Надеюсь, вам понравился очередной видеорецепт с коротким рассказом. Я буду очень рад и благодарен вам, если вы подпишетесь на мой канал. Каждая ваша подписка дает мне силы и уверенности продолжать снимать и показывать вкусные видеорецепты. А также ставьте лайки и делитесь в комментариях. Желаю всем мира, добра, удачи и хорошего настроения на каждый день. С вами был канал Скромная жизнь. До скорой встречи!